Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 8 января, киевское время, 17 часов. Итак, оперативная обстановка. В общих чертах она никаких сюрпризов не преподнесла. Ситуация практически остается более-менее стабилизированная за прошедшие сутки. Но разберем все по порядку и по оперативным направлениям. Итак, оккупанты продолжают перебрасывать войска, вооружение, военную технику и боеприпасы в районы активных боевых действий с целью пополнения потерь и поддержания наступления. Сейчас не идет речь о формировании какой-то ударной группировки для осуществления наступательной операции. Сейчас вся переброска войск и техники нацелена только на пополнение потерь и на поддержание тех темпов наступления, которые они пытаются удержать, особенно на Донецком направлении, частично на Сватовском направлении. Несмотря на так называемое прекращение огня, объявленное российскими оккупантами, за минувшие сутки враг нанес 9 ракетных ударов, 3 авиационных удара и нанес порядка 40 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Эти атаки были направлены на гражданскую инфраструктуру, привели к жертвам среди гражданского населения. Вот такое вот прекращение, в кавычках, прекращение огня. Угроза авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей Украине. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя, свое здоровье. Потерять легче всего. Восстановить и вернуть крайне тяжело. Крайне. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили удары по окрестностям 16 населенных пунктов, включая Стельмаховку, Макеевку, Белогоровку в Луганской области, Солидар, Бахмут, Зализный, Первомайское, Водяно и Победу в Донецкой области. Неся тяжелые потери, враг проводит наступление на Бахмуте, Авдеевке и Лимане. Пытается улучшить тактическое положение на оси Купянск, на Купянском направлении, Новопавловка, Запорожское и Херсонское направление. Там российские войска остаются в глухой обороне. Итак, подробнее по оперативным направлениям. Волынь и Полесье. У нас существенных изменений нет. Враг сохраняет присутствие воинских частей в граничащих с Украиной районах. Мы уже говорили неоднократно, я напомню, это около 6 батальонно-тактических групп, которые находятся на боевых порядках по обороне. Они находятся в обороне, у них открыты окопы, созданы линии обороны, и вдоль границы это войска прикрытия границы. Так вот, признаков формирования наступательной группировки на сегодняшний день не сообщается. То есть мы не видим, чтобы они формировали тоже какую-то ударную группировку. Также продолжается насыщение территории Республики Белоруссии солдатами Российской Федерации. Прибывают эшелоны, да, мы видим это, прибывают эшелоны с личным составом, прибывают эшелоны с техникой. Но таких еще больших или масштабных перемещений нет, потому что личный состав, который находится в Беларуси, он вывозится из Белоруссии в основном в Ростовскую или Белгородскую область. Оттуда они попадают на территорию Украины, в основном на Донбасс. Северское и Слобожанское направление. Пострадали Харьковская, больше всех Харьковская область, и противник, что бывает довольно редко, российские оккупанты применили ударные беспилотники в окрестностях населенного пункта Александровка. В остальном обстрелы продолжают, нашей территории, с территории Российской Федерации продолжаются и наносится ущерб нашей инфраструктуре.
Сватовское направление. Продолжаются позиционные бои на южном фланге. Ситуация возле Дибровы очень сложная. И за минувшие сутки в районе этого населенного пункта произошли танковые бои. Ну, я вам говорил ранее, что здесь на Купянском и Лиманском направлении противник пытается, вот на линии, особенно в районе Сватова, в районе Кременной, противник пытается применять тактику встречного боя для того, чтобы максимально сбить или хотя бы темп наступления вооруженных сил Украины и заставить нас перейти в позиционные бои. Поэтому неудивительно, что на поле боя уже встречаются даже танковые подразделения, которые ведут между собой танковую дуэль. То есть уже танковые бои. Тем не менее, ситуация, особенно в районе Кременной, противник, мы ведем активные боевые действия. В основном борьба идет за лесополосы или лесные массивы, которые находятся на подступах к Кременной. И у нас на сегодняшний день здесь, на этом участке, есть преимущество. Противник пытается перебрасывать туда резервы для того, чтобы хоть как-то удержать ситуацию. Мы потихонечку продвигаемся вперед. Бахмут. Враг концентрирует пехоту и технику по линии Подгородная, Бахмутская, Яковлевка. В Подгородном точная ситуация пока неизвестна. Противник пытается закрепиться. В Солидаре стабилизировали линию фронта в районе завода Артем-Соль. На Носово второе. Враг захватил здание. Сейчас главное, чтобы вооруженные силы Украины провели стабилизационные мероприятия по формированию линии боевого соприкосновения между нашими войсками и российскими оккупационными войсками. Там идут очень ожесточенные позиционные бои. И вот в основном ситуация стабилизирована. Но есть еще участки типа Носово-2. Там необходимо еще дополнительно провести стабилизационные мероприятия, чтобы закрепить линию боевого соприкосновения. Авдеевка. Невельская, Марьинка и Новомихайловка подверглись атакам противника. Враг имеет частичный успех к северу от Первомайского. Незначительное продвижение. В Марьинке бои продолжаются, но изменения не зафиксированы. То есть в самом населенном пункте Марьинка идут позиционные бои. Судя по тому, что противник наносит удары по центру города, центр города в основном контролируется вооруженными силами Украины. Новопавловская, Запорожская и Херсонское направление. Здесь на Новопавловском и Запорожском направлении идут позиционные бои. Противник находится в обороне, попыток атак, наступательных действий не предпринимает. И мы наблюдаем, что они пытаются усилить оборону, проводя инженерное оборудование и наращивая свое присутствие. То есть они стягивают сюда тоже резервы, подвозят мобилизованных для того, чтобы усилить свою оборону. В Херсонской области там у нас противник применяет уже даже танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрела правого берега реки Днепр. В остальном ситуация стабильная. Что касается на запорожском направлении островов между Херсоном и Олешками, то они практически, будем так говорить, они находятся в серой зоне. Так же, как и Кенбургская коса, тоже находится в серой зоне. Она не контролируется полностью ни одной стороной. Но отсутствие там постоянного присутствия войск противника для нас это уже хороший знак. То есть они не российские оккупационные войска, ни мы не используют эту территорию для размещения войск в качестве оборонительных рубежей. Это уже достижение. Будет ли в последующем формироваться плацдарм вооруженными силами Украины, посмотрим. На вот этих территориях Коса и острова между Херсоном и Олешками.
Российские оккупанты продолжают нести потери. 5 января 2023 года из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область, это Российская Федерация. Кстати, Кемерово это угольный район, угледобывающий, Кузбасс. Прибыл поезд с рефрижераторами, наполненными трупами российских военных. Трупы должны быть доставлены в местные морги. То есть количество потерь настолько велико, это те, которых они собирают на поле боя, и те, которых они отправляют по месту назначения. Те, которым повезло, это которые родственники получат тела и пойдут в военкомат собирать справки на получение компенсации за потерю кормильца. Это если в свидетельстве о смерти будет написано, что он погиб в Украине во время или в результате участия в специальной военной операции. Если будет написано, что он где-то там сломал голову себе, падая с бронетранспортера на полигоне, то никто ничего не получит. Поэтому вот такая вот. Но ключевым вот в этом абзаце сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть то, что поезд с рефрижераторами. Теперь представьте себе, какое количество тел вывозится Российской Федерацией для передачи родственникам с целью дальнейшего захоронения. Российские захватчики прекратили трансляцию всех украинских каналов на временно оккупированной территории Херсонской области. Сейчас транслируются только российские телеканалы. Но, к сожалению, здесь мы на эту ситуацию пока что повлиять не можем. В течение прошедших суток воздушные силы Украины нанесли 21 авиационный удар. Из них, 24 авиационных удара, из них 21 по местам сосредоточения техники, вооружения и личного состава противника, то есть по тылам, по резервам прошлись, и 3 авиаудара по российским зенитно-ракетным системам. Также были сбиты силами обороны 3 разведывательных беспилотника типа Орлан-10. Украинские артиллеристы и ракетчики атаковали 1 командный пункт, 5 районов сосредоточения российских войск и военной техники, 2 склада боеприпасов. В акватории Черного и Азовского морей на сегодняшний день нету, и за прошедшие сутки не наблюдалось присутствие носителей кораблей, которые являются носителями ракет «Калибр». Так что, как правило, это признак. Если они выходят, значит будет ракетный удар. Но пока, хотя завтра понедельник, и они могут выйти в ночь. Поэтому мы, как всегда, готовимся для того, чтобы нас не застал врасплох. Если таковой удар будет, вероятность такая существует на завтрашний день. Вот. Но, тем не менее, на данный момент в акватории морей носителей ракет «Калибр» не наблюдается. Вот такие военные новости на сегодняшний день в Украине, на линии фронта, на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко отметим международных новостей, касающихся Украины и происходящих в самой стране и за ее пределами. Глава Европарламента выступает за предоставление Украине танков «Леопард», сообщает немецкое агентство Tagesschau. Также Роберто Меццола, это глава Европарламента, приветствовал объявленные правительством ФРГ планы по поставке Украине боевых машин «Мардер». Кстати, появилась информация, что Греция готова отказаться. Там партия на выходе немецкого завода БМП «Мардер». И Греция готова отказаться от этой партии в пользу Украины. Они готовы подождать, чтобы им завод сделал следующую партию и передал уже согласно того контракта, который у них там имеется. Детали контракта не разглашаются, но в любом случае греки готовы уступить нам БМП, которые предназначались для них. По словам пани Меццолы, важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном
плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала настоящим оборонным союзом. Ну, я так думаю, что это опять же намек на то, что не пора ли Европе создавать собственные силы обороны или силы безопасности в Европе. Также издание BBC пишет, что Кремль проигрывает газовую войну с Европой. Европейцы научились энергосбережению. Это, помните, надо вернуться к лету, когда Путин сказал, что все замерзнут. Без российского газа все замерзнут, на коленях приползут, будут просить, дайте газ, мы замерзаем. Вот. Оказалось, что мягкая зима в сочетании с осознанным режимом экономии сыграла против планов Российской Федерации заморозить Европу. Меньше других, минус 7-8%, сэкономили два ведущих промышленных государства Европейского Союза, Германия и Франция. Это только по экономии, минус 7-8% потребления российского газа. В частности, из-за падения выработки на французских ядерных станциях и немецких ветряных мельницах. Вот из-за этого такой маленький процент падения. Италия минус 18%. Причем для Италии, у Италии меньше 20% было в ее доля российского газа в общем потреблении страны. А еще если минус 18, то, я не знаю, там в российского газа практически в потреблении Италии не осталось. Нидерланды минус 16% и Испания минус 23% от ранее потребляемого объема российского газа. Практически удержали ноябрьские темпы избавления от газовой зависимости. А вот не входящая в Европейский Союз Великобритания из-за особенностей местного энергорынка выступила хуже всего. Сокращение всего 3%. Великобритании оказалось тяжело расставаться с российским газом. Но, тем не менее, сокращения идут, страны начинают потреблять как можно меньше, естественно, спрос на рынке на российский газ резко падает. И, соответственно, Россия будет каждым днем будет все больше и больше недополучать валюты за продажу своего газа. Россия должна предстать перед спецтрибуналом за агрессию в Украине, пишет The Guardian. Представители разных политических кругов Великобритании поддержали создание специального трибунала по расследованию действий Российской Федерации в связи с преступлением агрессии против Украины. Кстати, Нюрнбергский трибунал тоже начинался в 1941 году. Точнее, сбор материалов и создание самого трибунала было. Трибунал, по их мнению, следует создать на тех же принципах, которыми руководствовались союзники, когда они встретились в 1941 году, чтобы заложить основу Нюрнбергских судебных процессов над нацистскими лидерами. То есть в 1941 году уже была заложена основа. То же самое нам надо делать. Но у нас основа, насколько я знаю, есть. Есть уже даже страны-участницы, которые обязались войти в состав этого трибунала и участвовать в осуждении тех военных преступлений, которые совершает сегодня Российская Федерация на нашей территории. Уже несколько стран, ну как минимум 4, это Польша, Финляндия, Дания и Германия, рассматривают вопрос о передаче Украине танков «Леопард». Ну, мне очень напоминает вот этот Карфаген должен быть разрушен. То есть, если мы уже взялись за леопарды, то я так понимаю, что мы эти леопарды выбьем. Не нытьем, так катанием, но мы их выбьем, и они у нас будут. Тем более, что у Польши 240 леопардов. Передача их Украине зависит от разрешения Германии. Ну, вы знаете, да, я напоминаю, что принцип правообладателя. Чье оружие, тот и дает разрешение на передачу его третьим лицам. То есть от Польши, допустим, Украине. В свою очередь у Дании 44 танка Леопард-2, у Финляндии 240 танков Леопард-2, у Германии порядка 400 танков Леопард-2. Это вопрос не если, а когда. Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев.
Поэтому ждем. Так что я так понимаю, что вопрос стоит, что не стоит уже, дадут или не дадут. Вопрос однозначно стоит, дадут. И теперь второй вопрос, когда. Я думаю, что уже оглашена дата, 20 января будет, там 18-19 проходит форум стран НАТО в рамках Альянса, чтобы определиться с военно-технической помощью Украине. Я думаю, буквально сразу после этого форума будет проходить заседание в формате Рамштайн. И здесь, это уже будет 8-е заседание, и на этом Рамштайне будет очевидно определяться, кто сколько и когда каких танков нам будут передавать. Так что перспектива их получения, она очень и очень близка. Россия хочет провести совместные учения сил безопасности союзного государства, то есть это совместно с Белоруссией. Не оставляют они надежды, что Белоруссия мешается в войну на стороне Российской Федерации. Поэтому, несмотря на такие затраты, которые они несут, и я вам вчера рассказывал, что Мишустин начал там национализировать или мобилизировать, как он сказал, прибыль частных и государственных компаний в связи с нехваткой денег на войну. Тем не менее, Россия хочет провести совместные учения. В Беларусь перебрасываются сейчас вертолеты российских воздушно-космических сил Ми-8, Ми-24. У них все помечено, все, что выходит за пределы Российской Федерации, помечается символикой Z или V. И с 8 по 12 января, то есть с сегодняшнего дня, ожидается прибытие авиационной составляющей Российской Федерации для проведения летно-тактических учений воздушных сил Белоруссии и воздушных сил Российской Федерации. Вероятнее всего, авиация в этот период будет дислоцироваться на аэродромах Мачулищах и Барановичах. Не исключено, что могут быть задействованы Лида и Бобруйский аэродром. На аэродромах Мачулищи уже начали прибывать борта ВКС. Я сказал, 9 названных выше вертолетов уже прибыли в Мачулище. Посмотрим, как дальше они будут там собираться, в какой численности и каковы будут учения. 4 дня учений, сегодня первый день. Еще хочется напомнить, что гуманности со стороны Российской Федерации, как на пасашок, такую новость, что во время обстрела одного из ночных обстрелов Херсона в предыдущие несколько суток, российская артиллерия использовала зажигательные боеприпасы по гражданскому городу. Город был весь в огнях, просто чудо, что ночью, комендантский час, людей на улицах нету, и пострадавших от зажигательных боеприпасов тоже практически не было. Но по гражданскому городу, Таврийский, микрорайон Таврийский города Херсон был обстрелян с использованием зажигательных боеприпасов. Вот такая гуманизация со стороны русского мира, со стороны российских фашистов. Что ж, на этом военные и военно-политические новости на сегодняшний день мы закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как всегда, по традиции, это ответом на ваши вопросы. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Добрый вечер. А чего вы не рассказываете о Гавриловке-2, где наши ребята накрыли около 1000 российских оккупантов? Или это фейк? Нет, это не фейк. Я думаю, что просто Макеевка она перебила в информационном поле. Это первое. И второе. Смотрите, Макеевка пошла раскручиваться со стороны в основном Российской Федерации. Мы, как всегда, наш генеральный штаб довольно скромно и скупо сообщил о том, что мы накрыли там в районе
Макеевке такое-то количество оккупантов. Кстати, Гавриловка-2 тоже была в сводке Генерального штаба упомянута, но также скромно и тихо. Тут не поднялась шумиха, почему? Потому что удаленность от российских пабликов оказалась довольно большая. И Российской Федерации удалось скрыть трагедию в Гавриловке, хотя там действительно, там 404-й мотострелковый полк территориальной обороны, они туда перебросили в Гавриловку около 1000 человек. Это был завод, в общежитие завода Таврида, и туда был огромный прилет. На сегодняшний день, по уточненным данным, минимум 100 трехсотых вывезли в больницу в соседние населенные пункты. И погибшими числится более 20 офицеров. По личному составу количество погибших уточняется. Но оно точно так же, как и в Макеевке, может исчисляться несколькими сотнями человек. Сколько это будет точно, посмотрим с вами чуть позже. Кстати, по Макеевке очень интересная появилась информация. Один из раненых трехсотых, которого вывезли в Ростов-на-Дону, он от ожогов скончался, более 75% тела были ожоги, но он успел кое-что рассказать, пока он был еще жив. Так вот, он сказал, что их всех загнали в здание этого общежития и заставили слушать речь Путина, новогоднее поздравление Путина. Они слушали, и в этот момент прилетели снаряды с нашей стороны. То есть тут весь личный состав был у телевизора, командование сказало всем слушать речь Путина. Ну что ж, пусть скажут спасибо Путину. Путин нам помог в этом плане. Наверное, надо выдать ему грамоту за это. Вот такая вот ситуация по поводу. Так что Гавриловка — это очень хороший прилет, накрытие с нашей стороны. Вот, по количеству того, что известно, жертв я вам сказал. Остальное, я думаю, будет впоследствии уточнено. Пане Олеже, ви сказали, що парашутист повинен мати вагу не більше 100-120 кг, плюс комплект бойовий, і буде велике навантаження на парашут. У парашута 26 строп, і кожна 200 кг на розрив. Так чому таке ограничення? В далекі часи були парашутні системи ПД-47, Д1-8. У них були вищі за мною ізложені технічні умови. Я розумію, що прогрес йде вперед, але не чула, що після ескізів Леонардо да Вінчі хтось видав на гора новий ескіз парашута. Спортивні купола парашута відрізняються тільки тим, що вони мають щелі, вони більш управляємі. Була б рада за вашу відповідь. Ця тема мені близька и дуже цікавить. Смотрите, еще раз прослушайте мой ответ. Я сказал, что грузоподъемность парашюта для рядового состава ограничивается 90-120 кг. То есть вот в этих пределах. Если нагрузка на парашют меньше 90 кг, то человека будет сносить ветром. То есть он будет опускаться на землю с меньшей скоростью и дольше опускаться. А если он будет в экипировке весить больше 120 кг, то он будет опускаться с большей скорость, чем допустимая. В среднем считается около 5 метров в секунду должна быть скорость снижения парашютиста. Если скорость меньше, его сносит, я сказал, и он дольше находится в воздухе. Если скорость больше 5 метров в секунду, он может получить травмы при приземлении на землю. Вот чем ограничивается. То, что стропа выдерживает каждая 200 кг, я даже в этом не сомневаюсь. То, что купол парашюта тоже является прочным, делается из шелка, в этом я тоже не сомневаюсь.
И все вы правильно написали в технических условиях парашютных систем. Но самый главный критерий для десантника — это скорость снижения на парашюте. Чтобы он не переломал себе ноги о землю или не сломал голову, когда его шваркнет о землю, если он будет спускаться там со скоростью 7, 9 или 10 метров в секунду. Нет, это неприемлемая скорость. А если он будет спускаться 3 метра в секунду, то он будет лететь, во-первых, полчаса, во-вторых, его унесет ветром. Потому что парашюты для рядового состава, они, как правило, самые простые, купольные и очень плохо управляются в плане корректировки точки приземления. Это не парашют-крыло, который в основном применяют либо спортсмены, либо офицерский состав. Вот, и где они могут управлять точкой прицеливания. Поэтому это определяет не прочность строп, а определяется скорость снижения. Скорость снижения зависит от веса, который висит на парашюте в момент спуска. Здравствуйте. В последние несколько дней все чаще распространяются слухи о готовящемся наступлении на Харьков. Прокомментируйте, пожалуйста, если можно, заранее спасибо. Я вчера отвечал более подробно насчет наступления на Харьков. Дело в том, что у нас там есть достаточное количество войск. Мы сейчас интенсивным темпом оборудуем государственную границу в плане инженерном, в плане фортификационном, для того, чтобы она превратилась в неприступную линию обороны, в глубоко эшелонированную линию обороны. Это первый момент. И второй момент: на сегодняшний день мы не видим формирования на территории Белгородской области необходимого группировки для повторного вторжения в направлении Харькова. Вероятность такая, конечно же, существует. Сказать, что 100% никто на Харьков не пойдет, нет, сегодня вам этого никто не скажет. Вполне возможно, что это, кстати, один из вариантов. Вариант первый — это наступление попытки повторного наступления со стороны российских войск. Первый вариант — это с Белоруссии опять на Киев и Донецк, одновременные удары от Донецка на, допустим, Днепр, туда, между Запорожьем и Днепром. Вот. Второй вариант — это Харьков на Харьков и на Запорожье. То есть попытка отсечь наши войска, отрезать вот этот кусок юго-востока. Вот. И третий вариант — это просто усилить Донецкое направление, попытаться там прорвать фронт для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день, судя по тем темпам, которые демонстрирует Российская Федерация, можно сказать, что скорее всего, они могут применить третий вариант. То есть усиление Донецкого направления, попытка прорыва наших рубежей. Вот такой вариант. Почему? Потому что вряд ли у них на сегодняшний день хватит техники и вооружения для того, чтобы создать хорошие, сильные, хорошо вооруженные, тяжелым вооружением ударные группировки в Белоруссии или в Белгородской области. Поэтому следим за данными разведки. На сегодняшний день формирования ударных группировок нету ни в Белоруссии, возле наших границ, ни в Белгородской или в Брянской областях. Вот. Но при этом не теряем бдительности и продолжаем рыть окопы и укреплять границу как в Харьковской, так и в северных областях. Интересно ваше мнение о Брэдли, где полезны, чем помогут. Я вам скажу так, что Брэдли на сегодняшний день довольно серьезная машина, в том плане, что она имеет очень хорошее огневое насыщение. Это как в огневом отношении она довольно сильная. Во-первых, она может перевозить пехоту. Это раз. Она может доставлять их допустим, на рубеж атаки. Может прикрывать своей броней. Во-вторых, у нее есть автоматическая пушка 25 мм. Это что-то наподобие
наших вот этих 30-миллиметровых 2,42 авиационных пушек, которые установлены на БМП-2 и на различных видах других бронемашин, которые используются сегодня. Вот. И плюс у нее две направляющих под ПТУР-ТОУ. Причем там варианты могут быть ТОУ, могут быть ТОУ-2. Ну, в любом случае, это полуавтоматический ПТУР, который требует сопровождения, удержания перекрестия на цели. Но скажу, что по опыту боевого применения, он, кстати, самый распространенный. Вот этот ТОУ, ПТУР, самое большое количество было выпущено, он очень распространенный. И, кстати, в Сирии вот эти ополченцы сирийские довольно очень хорошо, есть, кстати, видео, прекрасные видео в YouTube, как сирийское ополчение с помощью ПТУРа ПТОУ, только в переносном варианте, жжет российские Т-90. Россия ж туда бросила, хотели похвастаться, видимо, что Т-90, да, даже там был замечен танк «Прорыв», это последняя модификация Т-90. Ну вот американский ТОУ жжет ее как свечку, горит она как свеча, этот танк, точнее он горит как свеча. Вот. Поэтому это очень довольно серьезное. А дело в том, что эта машина может как выполнять функцию брони для прикрытия пехоты, так и функцию огневой поддержки пехоты как в наступлении, так и в обороне. Зарыть ее в окоп, и ПТУР, и пушка довольно серьезное подспорье для нашей пехоты на первой линии обороны. Вот Мардеры, они немножко попроще, тем, что у нее вооружение слабое. У нее всего лишь 12,7 крупнокалиберный пулемет и из вооружения, и больше практически ничего нету. Все остальное это отделение для десанта, точнее для пехоты. И основная задача это поддержка вот крупнокалиберным пулеметом и обеспечение броневого прикрытия для пехоты. Поэтому Брэдли, скажу, что лучше, намного лучше, чем М113 и Мардеры. Вот. Но тем не менее, и они, я думаю, что нам будут очень, очень даже полезны в том исполнении, в котором их нам передадут. У меня вопрос. После того, как выпадает большой шар снега, у танка существует шанс не подорваться на противотанковой мине, ранее установленной до зимы или до выпадения снега? Да, конечно же. Дело в том, что если идет большой слой снега, то танк не продавливает снежный покров до уровня земли. И смотрите, на мину когда наезжает на противотанковую мину, то усилие за счет надавливания на взрыватель усилием там 160 и более килограмм происходит срабатывание этого взрывателя, мина подрывается. Если же, допустим, будет снежный покров, там несколько, до 10, может быть больше сантиметров, то танк просто примнет снежный покров. Кстати, удельное давление танка на квадратный сантиметр меньше, чем у человека. Поэтому говорить о том, что танк вполне может, идя по ровному снежному покрову, если он не крутится на месте так, чтобы гусеница просаживалась, а просто ровно едет по снегу, то есть шанс проехать и не взорваться на той мине, которая была установлена до выпадения снега. Вот такая ситуация. У меня есть интересный, как мне кажется, вопрос. Ответа на него я так нигде найти не могу. Мне непонятна логика вооружений, которые мы планируем получить в ближайшее время. Мы отчетливо видим, что речь идет о наступательной технике. Брэдли, Мардеры, Леопарды, думаю, их все-таки дадут. В то же время мы знаем, что большое количество мобилизованных уже готово к заходу на нашу территорию, и плюс планируется следующая большая волна мобилизации в Российской Федерации. Как это вяжется между собой? Мы же не можем наступать на армию, которая наступает на нас. Должна
была бы проглядываться тенденция на оборонительное вооружение. Например, ракеты «Атакамс» на 300 километров ПВО и снаряды к артиллерии. Не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Спасибо большое. Смотрите, а кто вам сказал, что нельзя Мардеры и Брэдли использовать в обороне? То же самое, это не обязательно наступ. Вот если бы преимущество было в танках, да, я бы сказал, что мы готовим наступательную группировку. И хотя бы или в колесных, или в гусеничных, какая разница. Вот. Но на сегодняшний день я скажу так, что боевая машина пехоты это в первую очередь машина поддержки пехоты. И неважно в каком бою, в наступательном или в оборонительном. И кстати, по характеру того пакета помощи, который представили Соединенные Штаты, то там боеприпасов исчисляется десятками и сотнями тысяч штук. А это именно говорит о том, что мы будем вести, в первую очередь мы будем вести оборонительную операцию. И только когда она будет иметь успех, тогда да, мы будем переходить в контрнаступление. Но главная задача сейчас это оборонительная операция. Кстати, танки, зарытые в окопах, грамотно зарытые в окопах, это фактически укрепрайон, который взять очень тяжело. И они будут из окопов вести огонь по российским войскам, обеспечивая огневую поддержку именно на переднем крае обороны наших войск. Так это все планируется. Поэтому я бы не сказал. Артиллерия, она тоже двойственная. Она работает как в наступлении, так и в обороне. Тем более, что мы знаем, артиллерия это основное средство огневого поражения войск противника. Поэтому не думаю, что есть какая-то специфика или особенность в плане того, что дают такое вооружение или другое вооружение. Вопрос в объемах. А так мы можем использовать его как в обороне, так и в наступлении. Какой зазор и эллипсность считается износом ствола? Смотрите, износ канала ствола определяется по потере начальной скорости снаряда и по удлинению зарядной камеры ствола. Зарядная камера ствола делается, есть специальный в зипе каждого, в групповом зипе орудийном есть, групповой зип идет один на батарею, на 6 орудий, как правило. Так вот, в групповом зипе есть специальное приспособление, с помощью которого измеряется длина зарядной камеры. И далее по таблице входите в таблицу и смотрите, что в каких пределах удлинение зарядной камеры находится. И там же можно определить еще пригодность, сразу же видно пригодность ствола для дальнейшей эксплуатации. Что касается потери начальной скорости снаряда, то здесь нужна артиллерийская баллистическая станция, АБС. Есть такая она тоже есть, но она идет одна на дивизион, эта станция. Вот, как правило, в первой батарее ее всегда есть люди обученные. И эта станция выставляется возле орудия, и она замеряет начальную скорость снаряда. По ее замерам определяется потеря начальной скорости. Опять же есть специальная расчетная таблица, куда вы входите и определяется износ канала ствола. Вот эти два компонента определяют пригодность ствола или степень износа для дальнейшей эксплуатации. Кстати, в современных артиллерийских системах артиллерийская баллистическая станция настолько технология, вообще это такая довольно тяжелая большая станция, ее там 2 человека переносит, она расставляется на 3 ноги с аккумулятором, довольно таки громоздкая штука. Это примерно кубик такой 40 на 40 и на 40 сантиметров. С одной стороны у него такой полувыпуклый экран пластиковый, который направляется в сторону дульного тормоза орудия. Вот. Но в современных системах, в современных гаубицах там АБС встроенная. В современных танках АБС встроенная, которая каждый выстрел измеряет потерю начальной скорости снаряда. И таким образом учитывает эту потерю скорости в качестве поправки для подготовки данных
для стрельбы. Кстати, она должна учитываться. Перед стрельбой замеряется, и в ходе стрельбы, после интенсивной стрельбы тоже надо замерять потерю начальной скорости и для дальнейшего ввода поправки именно на баллистику этого орудия. И еще можно определять по количеству выстрелов. Есть там такая графа в этой таблице. Поправку на износ канала ствола можно вводить по количеству выстрелов. Она, конечно же, примерная. АБС дает самую точную оценку состоянию ствола. У меня вопрос. В российских пабликах часто сообщают о том, что вооруженные силы Украины якобы наносят удары по гражданским объектам и по-зверски относятся к своим военнослужащим. Некоторые такие сообщения сопровождаются фото или видео. Очень хочется верить, что все это вранье, но где найти опровержение? Без опровержения практически нет почвы для дискуссий с родственниками и знакомыми, которые за Путина. Когда я им говорю, смотрите, как Россия обстреливает гражданские объекты, они отвечают, да, но Украина делает то же самое. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо вам за информацию. Слава Украине. Смотрите, дело в том, что российская пропаганда в основном использует это как информационно-психологическую специальную операцию. Даже вплоть до того, что они переодевают в нашу форму своих бойцов. И иногда это постановочные кадры, иногда они действительно, переодевшись в нашу форму, убивают наших пленных жестоко на камеру, для того, чтобы сказать, что вот в Украине сами своих так жестоко расправляются. Что касается стрельб по жилым кварталам, я тут опять же, тут надо просто смотреть, откуда прилетели снаряды. Вот как в Донецке, сколько раз было, когда якобы обстреливает ВСУ жилые кварталы Донецка, а потом сами же жители Донецка по характеру взрывов определяют, что снаряды-то летят совсем с другой стороны. Там, где не может быть позиции вооруженных сил Украины. Вот здесь просто надо смотреть детально по каждому случаю. Вот. И у нас не такое количество снарядов, чтобы тратить их на какие-то другие объекты. Мало того, что мы не стреляем по гражданским, но у нас и нечем стрелять по гражданским. Даже вот в этом контексте можно сказать, что артиллерия Украины очень сильно ограничена в своих огневых возможностях из-за недостатка и боеприпасов, из-за недостатка артиллерийских систем в составе сил обороны Украины. Мы, кстати, даже когда надо нанести удар по промышленным зонам, где российские оккупационные войска создают себе там базы хранения техники и вооружения, мы применяем высокоточные боеприпасы. И обратите внимание, как российские граждане или граждане на оккупированных территориях выходят на балконы, открывают окна и спокойно на мобильные снимают разрывы на промышленной зоне, понимая, что по жилым кварталам артиллерия ВСУ бить не будет. Если там российские войска в промзоне и туда наносится удар, то люди спокойно снимают это на телефон и потом выкладывают в сеть. Горжусь своим отцом, что он тоже был артиллеристом, но закончил Сумское артиллерийское училище, служил тоже в Германии. Смотрю вас каждый день, а когда нет интернета, на следующий. Смотрел фильм про самолеты Ту. Это Ту-160, он более новый, и их меньше всего, было 16. Ту-120, Ту-22 и старье 50-х годов Ту-95. Говорится, что их было 100-110, а сейчас их не более 60. Расскажите еще раз про Ту. Деталей для ремонта почти нет. И почему Ту-95 еще летает? Смотрите, что касается самолетов КБ Туполева.
Дело в том, что Россия ничего не смогла сделать, кроме Ту-95. На сегодняшний день эти 60 машин не факт, что они летают. Мы наблюдаем порядка где-то около 2 десятков машин, которые двигаются по бортовым номерам. Мы отслеживаем, что они могут взлетать, могут выполнять боевые задачи. И то я думаю, что они летают. У них основной метод сейчас в России — это метод каннибализма. То есть они берут самолет, разбирают его и за счет его разборки комплектуют и ремонтируют те машины, которые сегодня стоят на крыле. И поэтому то, что 60 Ту-95, это не факт, что они все могут подняться в воздух. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, около 20 машин, которые мы знаем, что они могут подняться в воздух. Вот их и гоняют, вот они в основном там и наносят ракетные удары по нашей территории из воздушного пространства Российской Федерации. Что касается Ту-160, так там вообще печаль. А если вы заметили, то они практически ни разу не упоминались в сводках, что они принимают участие в ракетных ударах по территории Украины. Ими пугают, они вроде бы как там стоят, их берегут. На сегодняшний день есть информация, она неофициальная, ее требует проверки, но тем не менее говорят, что всего-навсего на крыле от 4 до 7 машин. Это те, которые Ту-160, которые могут оторваться от земли и подняться в воздух. Выполнять задачи могут они или нет, трудно сказать. Россия спромоглась за 8 лет, несмотря на то, что в 2018 году, посещая аэродром в Воронеже, Путин отдал приказ срочно возобновить производство Ту-160 «Белый лебедь». Все, что смог сделать завод за это время, с 2018 года, они нашли фюзеляж. Один фюзеляж у них стоял на заводе, они его укомплектовали и выпустили. И сказали, что это Ту-160М. И на этом все застопорилось. Других машин завод больше не производит, потому что нет комплектующих. И на сегодняшний день возобновить производство не представляется возможным. Только вот наличие фюзеляжа дало им такую возможность. По запчастям то же самое. Они их берегут как зеницу ока, потому что это единственное, чем они могут сегодня пугать мир. Это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, дальний бомбардировщик, который может, у него барабан на 12 ракет, он может выполнять боевые задачи. Но на пока нет сведений, точнее подтверждения, что Ту-160 принимает участие в ракетных ударах по Украине. Ту-95. А вместо Ту-95 ничего нет. Вместо Ту-22 ничего нет. Вот Ту-22М3 как сделал Советский Союз последнюю модернизацию, так они его и используют на сегодняшний день. И, кстати, тушки поднимают в воздух ракеты Х-22, тоже советского производства. Это жидкостная ракета с дальностью 600 километров и отклонением около 600 метров от центра цели. Это ракета, которая создавалась для борьбы с американскими авиационными ударными группами. То есть истребитель или убийца авианосцев ее называли. Но она, правда, не может преодолеть систему ПВО. Вот. Практически это никто не пробовал, но теоретически она не может преодолеть систему ПВО авианосцев. Но тем не менее она есть. Так что это все, как говорил известный киногерой, тяжкое наследие царского режима. Это все действительно старье. Сегодня Россия не может выставить современного бомбардировщика, который бы отвечал требованиям сегодняшнего дня, или модернизировать существующие до сегодняшнего технологического уровня. Что-то они там дорабатывают, может быть, средства связи. Конечно же, GPS-навигацию они на них поставили. И да, они умеют отключать систему оповещения свой-чужой, летать в режиме радиомолчания, для того, чтобы как можно больше мотать нервы натовским странам-членам НАТО, когда российская авиация, дальняя авиация нарушает воздушное пространство этих стран. Вот. Поэтому ничем новым они похвастаться не могут. Они используют то, что есть на сегодняшний день. Как вам колесные французские танки? Мне кажется, что для защиты города и быстрого продвижения и наступления летом они будут очень нужны. И для россиян, которые против путинской власти,
и еще есть совесть, не надо выходить на демонстрации, они уже не помогут. Сделайте коктейль Молотова, у вас там много целей целей, автозаки, военкоматы, машины депутатов и другие. Одесса хотела бы поменять все русские памятники на наших военнопленных, если наш мэр не будет против. Слава вооруженным силам Украины. Вот такой вот. Что касается колесных танков, то скажу так. Ну, это знаете, я бы не сказал, что это танк. С трудом его можно назвать танком колесным. Я бы сказал, что это колесная гаубица, которая предназначена была в первую очередь действительно для активных боевых действий, когда маневренное либо наступление, либо оборона. В обороне он тоже полезен. Он может вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, поддерживая пехоту. Поэтому у нас на сегодняшний день мы не можем, как говорят, на безрыбье и рак рыба, поэтому дают, берем. С вооружением у нас, точнее с наличием собственного вооружения у нас проблемы, поэтому мы живем за счет поставок и не гнушаемся ничем. Дают такие колесные гаубицы, значит берем колесные гаубицы. Единственное, что в большинстве, конечно же, он предназначен в основном для ведения боевых действий на переднем крае, поэтому поэтому и относят его категории колесных танков. Ну, как таковой, на мой взгляд, он таким не является. С большой натяжкой его можно отнести. Я бы больше отнес, наверное, к колесной гаубице, которая типа М109 гаубицы 105 миллиметровая, которую мы используем. Вот примерно то же самое, только она у нас буксируемая, но ее главная задача это поддержка пехоты. Как обороняющейся, так и наступающей. Здесь то же самое, только она на самоходной колесной базе. У меня такой вопрос. Мы живем в 25 километрах от границы с Россией, недалеко от города Сумы. Здесь часто идут артобстрелы соседних сел, которые находятся немного ближе к границе. Вопрос такой, будут ли предупреждать гражданское население о готовящейся новой атаке или посчитают это нецелесообразным, так же как и 24 февраля, дабы не вызывать панику. В прошлый раз русские войска за 2 часа прошли 60 километров и оказались сразу глубоко в тылу. Мы даже понять ничего не успели. И я думаю, что нет, что в этот раз мы будем все знать. Уже никаких неожиданностей не будет. И я думаю, что местное население будет оповещено в том плане, чтобы люди могли спокойно эвакуироваться в безопасные зоны и не попасть в зону активных боевых действий, как это было в феврале-марте текущего года. Так что, как только, и вы сами следите за новостями, если будет формироваться ударная группировка напротив Сумской области, то, естественно, рано или поздно она начнет вторжение. И вам надо будет подумать о собственной безопасности. Но я уверен, что наше руководство военное, политическое будет предупреждать гражданское население о том, что вероятность возрастает и примерно даты вторжения российских войск. Второй попытки внезапно встали и пошли у Российской Федерации уже нету. Так. У меня знакомый служит во французском иностранном легионе. В 2022 году был в Мали. Рассказывает, что встретили колонну Вагнера. Примерно 130 бронемашин были в Мали. Из-за того, что база Франции сворачивается с миротворческой миссии, хотя это французская колония. Рассказывает, что бросили технику и даже оружие, сняв с них часть механизмов. Объяснили тем, что дороже забрать ее обратно на континент, чем бросить там. Вопрос вот в чем. Вагнер и в частности Россия оккупирует Африку? Да. Российская Федерация с помощью вот этих частных военных компаний, в том числе и Вагнер,
они старались максимально вмешаться в дела африканских стран. Там идет сейчас, кстати, Африка сейчас менее всех задействована в мировой глобальной системе экономики, финансов и так далее. И фактически это, будем так говорить, непаханное поле. Поэтому все ломанулись в Африку. Китай очень сильно пытается привлечь на свою сторону, в том числе инвестициями и военно-технической помощью, и помощью в разработках полезных ископаемых. Россия делает то же самое. Отстает Европа и Соединенные Штаты. И поэтому неудивительно, что и в Центральной Африканской Республике, там, в Ливии была попытка вклинения вагнеровцев. Через Ближний Восток они перебрасывали. Поэтому да, Россия пытается не то что оккупировать Африку. Допустим, в некоторых странах вот эти вагнеровцы российские, они обеспечивают охрану первых лиц государства, охрану правительства, охрану министров, охрану президентов и так далее. При этом они обеспечивают охрану, допустим, шахт по добыче алмазов или золота или еще чего-то. Россия очень сильно пыталась до начала войны, очень сильно пыталась вмешиваться точнее не вмешиваться, а пыталась проникать и на африканский континент. Они хотели влиять и как можно больше стран поставить под свое влияние на африканском континенте. Да, такая экспансия, попытка такой экспансии была предпринята Российской Федерацией. Ну что ж, на этом мы, наверное, вопросную часть тоже с вами закончим. И у нас остается третья заключительная часть. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали. И первым таким комментарием сегодня прозвучит следующее. У меня большое предложение по поводу оборудования наших границ. Нужно все те руины, камни, щебень от домов и строений вывести из всех наших городов и сел на границу и завалить бетоном. Отгородиться, сделать вал или нашу украинскую стену, как китайцы сделали. Потом организовать экскурсии для следующих поколений и рассказывать, какие у нас были соседи. Будет большой урок для следующих поколений и фортификационная защита нашей территории. Если можно, ваше мнение. То, что надо будет строить глухую стену, я, наверное, в этом вас поддержу. Может быть, не такими методами, как вы предлагаете, дешевле. Сегодня перевозка вот этого ломаных конструкций, кирпичных, бетонных и прочих, может обойтись нам намного дороже, чем создание новых инженерных проектов на государственной границе Украины. Но то, что 6-метровая бетонная стена, ров с крокодилами и колючая проволока под напряжением вдоль всей российской границы, возможно и белорусской, все будет зависеть от дальнейшего поведения Белоруссии в этой войне. Но пока она полностью работает, она прямой участник, точнее она полноценный участник этой войны на стороне Российской Федерации. Она даже действует не столько как союзник России, а сколько как сателлит Российской Федерации. И Россия там крутит ее как может. Единственное, что не может пока что Россия, это заставить Лукашенко отдать приказ на наступление. Но с вами я согласен, что нужно отгораживаться от этих стран. И я не вижу точек соприкосновения в дальнейшем нашем сотрудничестве. Зря вы так о крейсере «Москва». Его нужно вытащить на берег острова Змеиного и сделать памятник с известной надписью «Отбоя от экскурсантов не будет, гарантирую». Вполне возможно, что поставить на берегу и написать «Русский корабль» и идите туда, куда вас послали.
Я макеевчанка, с 2014 года не проживаю там. Зять мой из Бахмута, сейчас в вооруженных силах Украины. Солидар наш. Эти слова вызвали у меня рыдания. Я знаю, ненавижу Россию давно. Никогда их не считала братьями. Знаю, что восток страны нашей будет освободить тяжело. Но это обязательно будет. Спасибо за информацию. Все будет Украина. В 1945-м Соединенные Штаты применили ядерное оружие, чтобы остановить войну, так как являлись единственным обладателем его на то время. К тому же не было никаких международных соглашений по поводу применения ядерного оружия. Это первое. А второе, Украина отказалась от него в пользу гарантий, которые были приняты и Российской Федерацией. Применение ядерного оружия России против Украины нарушит данные гарантии. Вот в чем главная разница, на мой счет. Вполне вы правы. И это может быть как бы основой, что Запад будет четко тыкать носом Россию в Будапештский меморандум. Россия есть подписантом этого меморандума. И уйти от ответственности ей никак не удастся. Ну и другие факторы, что еще раз повторюсь, никто не собирается тут разводить ядерную помойку в самом географическом центре Европы. Добрый день. Мы с вами в какой-то степени сослуживцы. Я тоже служил в группе советских войск Германии 80-82, сержантом в первом гвардейском танковом полку, который был полностью разбит под Киевом. Прочитал и много прослушал о Патриот. Очень дорогая система. Похоже, это насущная потребность Украины, чтобы обезопасить себя от баллистических ракет. Но еще в большей степени задел на встраивание Украины в общую систему ПВО про НАТО. Слава Украине, перемога за нами. Все вы абсолютно правильно поняли. Это перспективный задел на участие нас в коллективной системе защиты в противоракетной обороне и обороне воздушного пространства нашей страны. Привет из Сан-Франциско, Соединенные Штаты. Много подарков для скорейшего уничтожения оккупантов. Надеюсь, вам понравится. Слава Украине! Ну, если вы имеете в виду пакет помощи, который оглашен Белым домом, то да, там очень много подарков, и нам этот пакет нравится. Ну что ж, на этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога за нами. Слава Україні!